Здравствуйте, зрители моего канала. 4 апреля 2025 года известному американскому актеру Роберту Дауни-младшему исполняется 60 лет. Поэтому я решил выпустить это видео, в котором покажу вам фильмы с участием данного актера, которые есть в коллекции. Сразу скажу, ранних работ, особенно работ до 2000-х годов, у меня в коллекции мало, а если говорится вообще, всего одна работа до 2000-х годов. В основном большинство фильмов у меня в коллекции с данным актером это те, которые вышли уже после того, как он стал играть Железного Человека в киновселенной Марвел. И сначала я покажу вам фильмы с Робертом Дауни-младшим, которые не входят в киновселенную Марвел, а потом уже все остальные картины, которые являются частью киновселенной. Итак, первый фильм и самая ранняя работа с Робертом Дауни-младшим, которая у меня есть, это картина «Ох уж эта наука». Здесь Роберт Дауни-младший сыграл небольшую роль. Здесь не видно на фотографиях, но он играл в этом фильме режиссера Джона Хьюза. Такое вот издание в слипе. Это самая ранняя работа с Дауни-младшим, который есть у меня в коллекции. И единственный фильм до 2000-х годов. Поэтому переходим к следующей картине. Следующий фильм — это режиссерский дебют Шейна Блэка. Фильм с участием Роберта Дауни-младшего и Вэлла Килмера «Поцелуй на вылет». Без надписи о создателе смертельного оружия, потому что Шейн Блэк, который это кино снял, он был сценаристом смертельного оружия. А это режиссерский дебют этого человека. Такая вот картина. И с Шейном Блэком это не первая, это не последняя будет работа для Роберта Дауни-младшего, но об этом далее. Следующий фильм и картина Дэвида Финчера «Зодиак». И здесь вместе с Робертом Дауни-младшим снялись Марк Руффало и Джейк Джилленхол. И такое вот издание американское, без русского языка, есть у меня в коллекции с данным актером. Здесь открываем, мы видим два диска. Это у нас режиссерская версия «Зодиака». На первом диске фильм, а на втором дополнительные материалы. Еще одна картина с Робертом Дауни-младшим. Далее переходим к следующему фильму. И следующий режиссер это Бен Стиллер. И Роберт Дауни-младший снялся в его картине «Солдаты неудачи», где снялся также сам режиссер, также Джек Блэк. Здесь это необычная роль для Роберта Дауни-младшего. И его номинировали на Оскар за данную роль. Фильм «Солдаты неудачи». Далее, следующее издание. Это такое вот издание с двумя фильмами Гая Ричи: «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс. Игра теней». Открываем. Блокнот не буду вытаскивать, это для блокнота. А вот и сам диск. Здесь два фильма: «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс. Игра теней». Здесь он хорошо сыграл, Роберт Дауни-младший. Мне оба фильма понравились. Такие вот два издания: «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс. Игра теней». Две интерпретации произведений Артура Конана Дойля. Идем далее. Следующий режиссер это Тодд Филлипс. И картина «Впритык».
Тот фильм снял данную картину между двумя мальчишниками. И здесь у нас вместе с Робертом Дауни-младшим снялся Зак Галифианакис, которого мы можем знать именно по мальчишникам. Такая интересная комедия с двумя данными актерами. Бади-муви. Такая вот необычная, совсем оформление накатки диска без названия. О том, что этот фильм, можно понять только внизу. Видим здесь due date, притык. А так накатка совсем пустая у данного фильма. Но диск лицензионный. Фильм впритык. Идем далее. И следующая картина, самая последняя из того, что у меня появилось с Робертом Дауни-младшим. Это фильм «Судья», где вместе с Робертом Дауни-младшим снялся другой Роберт Дюваль. Это у нас юридическая драма. И один из тех фильмов в 10-х годах, в которых снялся Роберт Дауни-младший, когда не был занят в киновселенной Марвел. Фильм «Судья». Далее, следующая картина. Это фильм Джона Фавро. Здесь он снялся так, как до этого снимался у Джона Фавро в 2 частях «Железного человека». И эта картина «Повар на колесах». Здесь у Роберта Дауни-младшего небольшая роль. И такое вот издание. Фильм на Blu-ray не выходил, только на DVD. Фильм «Повар на колесах». Я имею в виду с русским языком. Такое вот издание. Следующий фильм. Здесь вы даже можете не заметить Роберта Дауни-младшего. И он даже в титрах не отмечен. Но он здесь есть. Это картина «Славные парни». Здесь основные у нас актеры Рассел Кроу и Райан Гослинг. А Роберт Дауни-младший здесь сыграл роль трупа. То есть небольшую роль. Незаметную даже роль. Но он все-таки в этом фильме появился, хотя он и не отмечен в титрах. А снялся он в данной картине, потому что это фильм Шейна Блэка, в картине которого Роберт Дауни-младший уже снимался. Это у нас фильм «Славные парни». Далее, следующий фильм, в котором он снялся после того, как закончил временно сниматься в киновселенной Марвел. Это «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Такая современная интерпретация истории про доктора Дулиттла. Здесь такое же оформление у обложки у данного издания. Присутствует внутренний арт. С кадром из фильма. И такие вот карточки с животными. Первая, 4-я карточка, 3-я с жирафом и с белым медведем 2-я. Такое вот издание. И хочу закончить фильмами, которые не ходят в киновселенную Марвел, с Робертом Дауни-младшим. Фильмом, за который он наконец-то получил свой Оскар после нескольких номинаций в предыдущие года. Это картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Здесь видим, снялись другие актеры также. Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон и Флоренс Пью. И здесь Роберт Дауни-младший сыграл роль второго плана. И за роль второго плана он и получил свой Оскар. Так как и Киллиан Мерфи получил свой Оскар, и Кристофер Нолан получил сразу несколько Оскаров. Картина «Оппенгеймер».
формате 4К. Иностранное издание, английское, британское издание без русского языка. Это было ожидаемо без русского языка. Есть 3 диска. Blu-ray с фильмом, Blu-ray с дополнительными материалами и 4К диск с фильмом. Такое вот у нас издание фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Это было последнее издание из фильмов, которые не входят в киновселенную Marvel. Поэтому переходим к ней. И, конечно же, первое — это у нас трилогия про Железного Человека. Первый — это у нас фильм Джона Фавро «Железный Человек», который и начал киновселенную Marvel, и успех которого позволил поверить студии продолжать проекты. Такая вот простая накатка у данного издания. Здесь внутреннего арта нет, потому что издавал Paramount. Далее вторая часть «Железный Человек 2», которую также снял Джон Фавро. Здесь у нас также здесь 2 диска. Диск с фильмом и диск с дополнительными материалами. Вторая часть. И, наконец, третья часть, которая уже снималась при помощи студии Disney. Точнее, когда уже права были у студии Disney. «Железный Человек 3», где у нас также снялся в качестве главного героя Железного Человека Роберт Дауни-младший. Здесь у нас уже есть внутренний арт Железным Человеком. Такая вот трилогия, в которой Роберт Дауни-младший играл самую главную роль, заглавную роль Железного Человека. Далее, следующее важное в киновселенной Marvel, где появлялся Роберт Дауни-младший, это, конечно же, фильмы про Мстителей. Они есть у меня все 4. Это у нас первая часть Мстители, в данном случае в формате 3D. У меня есть также дополнительно на DVD рекламный буклет Мстителей. И есть 2 диска 2D и 3D. И присутствует внутренний арт с главными персонажами данного фильма. Далее. Вторая часть «Мстители. Эра Альтрона». Такая вот накатка. Присутствует внутренний арт с Халкбастером. Здесь, конечно же, тоже снимался в одной из главных ролей в роли Железного Человека Роберт Дауни-младший. Далее, конечно же, «Мстители. Война бесконечности», с которого эта арка начала завершаться. Внутренний арт видим, накатку диска. Много разных героев. Здесь самого Железного Человека нету на данном внутреннем арте. И последнее. Это у нас «Мстители. Финал». Такое вот американское издание без русского языка. Здесь была заключительная роль Роберта Дауни-младшего как Железного Человека. Такое же оформление обложки.
И здесь у нас два диска. Диск с фильмом, диск с дополнительными материалами. И такая вот рекламка. И код, который уже не работает. Фильм «Мстители. Финал». Последний фильм, где Роберт Дауни-младший сыграл роль Железного Человека. Он не совсем ушел из киновселенной Марвел, но уже будет играть другого персонажа, Доктора Дума. А история с Железным Человеком, которого играет Роберт Дауни-младший, в киновселенной закончилась. Такие вот 4 фильма про Мстителей. И осталось еще 3 фильма. Это у нас Первый Мститель. Противостояние. Или в оригинале он называется Капитан Америка. Гражданская война. Здесь мы видим Роберта Дауни-младшего на обложке. Здесь противостояние Капитана Америки, Железного Человека в данной картине. Это скандинавское издание, без русского языка. С русским языком на Blu-ray данный фильм не выходил, только на DVD. Капитан Америка, Гражданская война, или название в прокате Первый Мститель. Противостояние. Далее Капитан Америка. Ой, не Капитан Америка, Человек-паук. Возвращение домой. Здесь появляется Железный Человек в качестве наставника Человека-паука. Поэтому его достаточно много в данной картине. Не так слишком много, но все-таки появляется Роберт Дауни-младший как Железный Человек в данном фильме. Человек-паук. Возвращение домой. И хочу закончить данное видео фильмом из киновселенной Марвел, где у Роберта Дауни-младшего совсем небольшая роль, но важная. Это у нас Невероятный Халк. Это у нас второй фильм киновселенной Марвел. И здесь здесь Железный Человек в исполнении Роберта Дауни-младшего появляется в самом конце, что показывает, что данный фильм связан и относится к киновселенной Марвел. Такой вот фильм. Невероятный Халк. И это было последнее кино с Робертом Дауни-младшим, которое хотел показать вам в сегодняшнем видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.